Всем большой привет, меня зовут Аня, и в этом видео я покажу, как я сделала вот такие маленькие сферы с незабудками. Приятного просмотра! Для изготовления данных сфер я использовала вот такой молд с 5 сферическими отверстиями. Ссылку на магазин, где я его купила, я оставила для вас в описании. По ощущениям и внешнему виду молд очень качественный и достаточно плотный. Внутренние поверхности сфер глянцевые, а значит и сами сферки должны получиться глянцевыми. А вот и сами незабудки, которые я буду помещать в молд и заливать смолой. Сушила я их объемным способом в манке и в силикагеле. Ссылку на видео о сушке незабудок я оставила для вас в описании к этому видео, а также она сейчас появится в правом верхнем углу вашего экрана в виде подсказки. Итак, я беру пинцет с тупыми краями, чтобы не повредить цветочки, и начинаю потихоньку помещать их внутрь отверстий молда. Процесс этот, скажу я вам, не из легких и требует к себе максимум терпения и усидчивости. В итоге мне пришлось воспользоваться вторым инструментом, и в моем случае это кончик кисточки для рисования. Самое главное тут не поломать цветочки. Ну вот, первый пучок незабудок уже внутри. Таким же образом я заполняю все отверстие. Количество незабудок для одного отверстия зависит только от того, насколько плотно заполненную сферу вы хотите в итоге получить. Я, как правило, стараюсь укладывать побольше цветочков. Готово! Таким же образом я заполняю весь молд и начинаю заполнять отверстия предварительно разведенной смолой. Диаметр этих отверстий достаточно большой и позволяет мне заливать смолу прямиком из мерного стаканчика, и это очень удобно. С помощью зубочистки я удаляю образовавшиеся местами пузырьки воздуха и оставляю смолу сохнуть на сутки. Ну вот, сутки уже прошли, и теперь я приступаю к самому интересному – извлечению сферок из молда. А сделать это, как оказалось, не так-то и просто за счет высокой прочности молда. И вот она, наконец, первая сфера. Сразу видно, что заливка получилась прозрачная и глянцевая. Ну а незначительным минусом является небольшое количество пузырьков воздуха. Точно так же я достаю из молда оставшиеся 4 сферы. Конечно, они еще требуют дополнительной обработки, а точнее шлифовки и полировки, и только после чего будут оформлены в украшения. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и оказалось полезным. Если вам интересен мой способ шлифовки и полировки изделий из смолы, ссылку на курс я оставила для вас в описании. Я, как всегда, желаю вам творческих успехов, моря вдохновения и до новых встреч. Пока-пока!